За финансовую поддержку канала огромное спасибо Ананасику, Аргосу, Антону Соколову, Зуроджеру и Шаману. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши, и это клинок, рассекающий демонов. Настоящий клинок, рассекающий демонов. Вёрджил или же Вергилий, личность, которую на полном серьезе через призму троллинга можно описать двумя словами: сила и мотивация. Данный видеоролик позиционируется как базовый, я поведаю вам о истории Верга, его личности и мотивах, которые лежат за ней, и попытаюсь передать конфликт демона и человека. Начать стоит с предыстории, связанной с отцом. Король войска свои ведет, как грозный призрак тьмы, как ночь, которая несет дыхание чумы. Отцом Вергилия и Данте является темный рыцарь, Спарда, который выступил против верховного демона, которому был правой рукой, Мундусу, и лично перебил его войско и дал поражение ему самому, защитив мир людей от вторжения и завоевания. Врата, которые служили для связи мира людского и демонического, он запечатал, вложив большую часть своей силы в это действо. Локацией для этого была башня Темен-Нигру. С помощью 7 печатей, каждая из которых олицетворяла отдельный грех, стражи в башне и медальона, который являлся ключом к открытию врат. Сам же Спарда стал почитаем людьми, некоторые даже создали вокруг его личности веру, и новое летоисчисление началось именно с его победы. Сам же обессиленный из-за вложения всей своей мощи в клинок, демон остался в человеческом мире на 2000 лет. И в какой-то момент встретил ее, Еву, человека, с которым нашел общий язык, а далее испытал чувство любви, которые оказались взаимными. Сам же Спарда создаст два меча, Ямато и Мятеж. Первый мог разделять человека от демона, второй же объединять две этих сущности. Незадолго до своего исчезновения, кстати, до сих пор необъяснимого, Спарда подарит Еве тот самый амулет, ключ к открытию адских врат, который в дальнейшем будет разобран на две части. Своим же детям завещает те самые два меча, Ямато и Мятеж. Теперь же перенесемся к первоисточнику, ядру проблем будущего Вергилия, которое таится в его детстве. Я не могу любить сильнее ни мать, ни братьев, ни отца. Я их люблю, как воробей, что ловит крошки у крыльца. Изначально должен был родиться один ребенок, как единение сил, крови, характера. Но эта сущность разбилась на две составляющие – Вёрджила и Данте. Они отличались своими характерами, хоть внешне были и похожи, как две капли воды, но внутренне не имели ничего общего. Веселый, озорной Данте вечно докучал спокойному Вёрджилу, который любил читать стихи Уильяма Блейка. Пожалуй, единственное, что их объединяло, это любовь сражаться друг с другом. Взрослые в шутку называли это игрой, и Вергу по-настоящему это нравилось, хоть чаще всего он и предпочитал проводить время вдали от Данте. Свои книги Вергилий помечал буквой V. Делал он это с одной простой целью, чтобы его вещи не отобрал младший брат. А делал Данте это часто, прятал книги, чтобы потом шантажировать старшего брата, ибо хотел с ним подраться. За это он и недолюбливал его, напыщенный, дерзкий, которому зачастую все сходит с рук, ибо мама всегда напоминала Вергилию, что он старший, а значит на нем больше ответственности. Самому же Вергу это не нравилось, отвечать за Данте, который является причиной всех бед. Ева решила наказать обоих пропалыванием грядок, однако Вёрджил в обиде убежал на детскую площадку. Именно в тот день небольшая группа демонов, которую направил Мундус, нападет на поместье Спарды, на двух мелких детей и обычную женщину. Увидев их, Вёрджил в первую очередь подумает о матери и брате и побежит домой предупредить их, однако увидит горящий дом. Остановится от этого и получит сквозной удар со спины. Но на этом ничего не закончится. Демоны будут протыкать мальчика раз за разом, снова и снова. В надежде, что кто-то спасет его, он будет тянуть руку к матери с братом, пока удары будут продолжаться. Однако спасение так и не последует. Рядом с ним лишь пустота и абсолютно никого больше. Именно тогда Вергилий поймет, ему нужна сила. Это и будет триггером к пробуждению дьявольской мощи, которая течет в его жилах от отца. Она и призовет Ямато, срегенерирует раны, и мы увидим уже более каноничную версию Синей Тени.
холодную, быструю и точную. Атаки демонов отражались без проблем, юный Верг крошил в фарш напавших на него исчадий ада, но его сердце одолевала грусть. Он думал, что его бросили, что и мать, и младший брат убежали, забыв о нем. Такие мысли вполне естественны для детской психики в такой момент, посудите сами. После небольшой семейной ссоры, где Данте снова все сошло с рук, впрочем, как и всегда, ты убегаешь от матери и брата, винишь во всех проблемах второго, а затем встречаешься с демонами, которые буквально убивают тебя. И в своих предсмертных агониях ты молишь, чтобы тебя кто-то спас. Думаешь о Еве и Данте, но никто не приходит, рядом нет и не будет никого. И в подтверждение видишь горящий дом, пустой по твоему мнению, считая свою семью сгоревшей, либо сбежавшей. И коришь за спасение брата собственную мать, думаешь, что из двух сыновей она выбрала младшего. Все желание Вёрджила в момент нападения демонов выливается не в желание спасти, а в желание быть спасенным. Это детский гештальт, который вырабатывался в Верге. Он хотел любви родителей, матери, которая у него осталась, но более подробно об этом позже. Летают голод и нужда над грудой мертвых тел, как много горя и труда для тех, кто уцелел. После нападения Данте частично потеряет память. Психика ребенка, не выдержавшая произошедшего, закроет былые воспоминания. И сам того не ведая, Данте исполнит волю матери, убежит, возьмет новое имя, но не для того, чтобы спрятаться, а чтобы возродиться и стать охотником на демонов. С Вергилием же все будет совершенно иначе. Все, что он пережил, страх, чувство брошенности, отреченности и предательства будут носить имена кошмаров, преследовать его, а он в свою очередь убегать, пытаясь избавиться от воспоминаний, которые кандалами сковывают его сердце. О дальнейшей жизни Вёрджила мало что известно. Убегая от собственной жизни, он желал только одного – стать сильным. Эта мысль прожигала его сознание. Сила. Больше силы. Слабые не могут никого защитить. Но что есть слабость? Это человечность, которую он получил от матери. Противоположная ей – демоническая суть отца. Она и есть мощь. Она и наделяет возможностью постоять за себя в одиночку, без чьей-либо помощи. Вергилий зациклился на этом. Он стал странствовать по миру, собирая крупицы информации о своем отце. Именно во время таких своих странствий он столкнется с будущей матерью Неро, неизвестной для нас в городе Фортуна. Нам не ясны ни обстоятельства, ни их взаимоотношения. Нас просто ставят перед фактом. Вёрджил зачал сына. Найдя зацепку о легендарном темном мечнике, своем отце, Верг наткнулся на библиотеку ее хозяина, Аркхама, человека, который был помешан на Спарде и не упустил шанса воспользоваться его сыном, чтобы отыскать клинок, в котором и осталась вся мощь предателя демонов. Именно в этот временной период Данте и Вёрджил впервые встретятся. Первый считал старшего мертвым, второй же не был заинтересован в общении с младшим, ибо винил его в смерти матери. Информация о том, что именно демоны убили Еву, не интересовала Вергилия, ибо он желал открыть врата в ад, чтобы получить власть, которая и не снилась его отцу. Простите? Поясняю. Несмотря на возраст, перед нами все тот же ребенок. Если честно, он таковым и останется на протяжении всей истории. Это детская травма, проклятие Вергилия, шаблон и клише одновременно, которые пропитали его. Но зачем ему открывать врата в ад? Потому что это и было триггером к его пробужденной силе в детстве, и он хотел превзойти и свои, и чужие лимиты. Сделать это можно было только если ты одолеешь сильнейших демонов, или же пойдешь по пути отца. Реализовать задумку можно было с помощью той самой башни фанатиков Темен-Нигру и двух амулетов братьев, которые им подарила мать на 8-й день рождения. Именно они и являются ключом к аду, который Спарда создал изначально. Вёрджил еще при первой встрече забрал амулет младшего брата, однако вернул его, ссылаясь на то, что может отобрать его, когда захочет. И слова свои подтвердил, ибо Данте, не имевший демон триггера, проиграл ему и во второй раз. Перенесемся к финальной битве третьей части. Это сражение и будет началом конца Вёрджила. Сладкий сон слети ко мне в этой дикой стороне. Ждет отец мой, плачет мать. Как могу я мирно спать? Битва братьев происходила прямо в аду. Сражение велось за меч отца, и впервые с самого детства Вергилий проиграет. Поражение старшего от младшего цепями будет сковывать гордость первого, поэтому он решит остаться в аду, в месте, где родился их отец. Данте попытается спасти Вёрджила, но он откажется от помощи, разрезая руку младшего брата, оставляя ему и меч отца, и амулет, подаренный матерью. Желания Верга оказались непосильными для него. Врата в ад были закрыты с наружной стороны, и он буквально оказался в заперти. Почуяв кровь Спарды, Мундус, владыка демонов, в прошлом пораженный темным мечником, решит отыграться на его сыне. Сам Вергилий на тот момент был ослаблен после сражения с Архемом и Данте.
поэтому не смог дать отпор Мундусу. Его тело было истерзано, а катана сломана. Сам же владыка демонов еще долгое время будет издеваться над ним, разрывать его тело и приговаривать: «Ты всего лишь полукровка. В этом твоя слабость. Поэтому я лишу тебя человеческой сути, начав с сердца, воли и личности». В ближайшие 10 лет Верга будут пытать. Каждую секунду изнашивать его душу, которая так и не хотела сдаваться, сопротивлялась Мундусу. До рокового момента, пока владыка демонов не раздобыл амулет Евы, матери Вергилия, которая и подарила каждому из сыновей ключ от врат ада. Поддавшись слабости, Вёрджил все же сломался, его душа и тело были разделены, и он получил новую оболочку из темных доспехов и носил имя Нелла Анджела. Без цели, без эмоций. Мундус сделал, о чем говорил, получил слугу без личности, воли и сердца. Всего лишь инструмент, который будет использован по желанию владыки демонов. Конечно же, с одной единственной целью – убить второго наследника Спарды, Алого Мечника Данте. Однако душа Вёрджила была нестабильной, и во время сражения с младшим братом перед ней проносились детские воспоминания, связанные с их сражениями, матерью и днем рождения, на который Вёрджил символично подарил победу Данте. Эти обрывки он ухватывает, даже будучи пустой оболочкой, и намеревается сделать то же самое. Данте побеждает его, позже берется из-за Мундуса, раз и навсегда заканчивая дело отца. Победа над владыкой демонов освобождает душу Вёрджила и его тело, и израненный Вергилий вновь становится единым целым с самим собой, буквально возвращаясь спустя 20 лет заточения в аду, рассыпаясь по осколкам. Перейдем же к ключевой части. «Был брат мой в крепость заточен, несчастных сирот слыша стон, я сам истерзанный в цепях, смеясь превозмогал свой страх». Желая силы, Вергилий получил ничего, кроме поражений. Это долгая история ребенка, который с 20 лет так и не изменился. Он не хотел признавать собственный разгром, точнее он не принимал доминацию Данте над ним. Сама мысль о победе младшего над старшим была издевательством для Вергилия, будто бы выступающей в доказательство его заблуждения. Мать не зря спасла именно младшего. Верг, следуя зову Ямато, пришел за ним, отрезав руку сыну, которого не знал. Все дороги ведут к трону, тропа же Вёрджила вела его туда, где все началось. В семейное гнездо, разрушенный и сожженный дом. Как ему казалось, он нашел причину собственной слабости. Люди не способны что-либо защитить. Демоны же – воплощение мощи, такие же, как отец. Вергилий решил, он должен избавиться от всего лишнего в себе, тех частей, которые мешают ему, отринуть человеческую сущность и кошмары, которые преследуют его. Протыкая себя с помощью Ямато, он буквально отказывается от своей личности, становится дьяволом во плоти, имя которому Уризен. Но что же до его человеческой части? Она взяла себе имя Ви, отсылая нас к тому, как Верг подписывал свои вещи. Именно через Ви для нас и раскрывается Вёрджил как человек и личность, и я выделил самые важные, ключевые моменты его восприятия самого себя, своих слабостей и стремлений. Встретив Нелла Анджела, Ви понимает, кто скрыт за его оболочкой. Триш – точная копия его матери. Этот факт заставляет гештальт детства открыться вновь, с полутонами в флешбеках, от которых Вергилий желал избавиться. Отсылают они нас к десятилетиям, проведенным в аду, которые так сильно запали в душу Верга, что он не может себя контролировать. Презрение и ненависть тут же переполняют его. Эту метафизическую проблему Ви закрывает, когда одолевает один из прототипов Нелла Анджела, говоря, что клетка, в которой его держали кошмары, исчезла после победы. Найдя тело Данте, который месяц пролежал в коме, он осознал, что меч Спарды скрывал его присутствие. Это вскрывает еще одну незажившую рану. Данте снова спасли. Сначала мать, теперь меч отца. Его снова защитили. Если бы только его не существовало, все было бы иначе. Эта мысль сменяется другой. Дело в том, что оболочка Ви больше не выдерживала и начался распад. Мысль, что близка смерть, просто опустошала изнутри человеческую сущность Вергилия. Он не хотел умирать. Нужно встать, пока ноги двигаются. Нужно вставать, как тогда при нападении на дом. Встать, как и вставал всегда. Пока Ви пытался это сделать, Данте уже заканчивал сражение с Нелла Анджела, которого подпитывала Триш. Понимая это, раздражение человеческой сути Верга росло. Он вспоминал о матери, выдвигал теорию, что сам хочет спасти ее. Но Данте снова опережает его, оставляет позади в роли проигравшего. Далее, беседуя с Триш, он вспоминает, как, из каких чувств и целей появился сам Ви.
Рассказывая ей это, осознание пришло само. Лишь отделив свою человеческую душу, сохранив воспоминания, ты понимаешь свои ошибки. Ибо все, что он отбросил в поисках силы, все, чем пренебрегал, именно это и было самым важным, чего ему не хватало. Продолжив свой путь по древу клипот, он теряет землю под ногами и падает. Это окунает нас в мысли и открывает разум самого Ви. Падая, он тянется к материнскому образу, который заключен в Триш. В тот же миг всплывает картина перед глазами, как в детстве он также тянулся к матери, но в этот момент он понимает. Тогда, когда все началось, он желал не спасти свою маму, а хотел сам быть спасенным ею. И хоть через такую фальшивую сцену, где ни он, ни Ева не являются самими собой, он получил это. Оглядываясь назад, он видит самого себя, Виргилия, которому никто не помог в период нападения, маленького мальчика, который тянет руку в пустоту, но на этот раз получает ответ. Нежную женскую руку, которая берется за его израненную ладонь. Мама, все же успевшая найти своего старшего сына. История, которая так и не случилась. Продолжая свой путь, Ви все ближе и ближе как к цели, так и к разрушению собственного тела. Он уже чувствует дыхание смерти и будто по воле злого случая натыкается на демона, который ему не по силам. В таком состоянии он не сможет ни убежать, ни сражаться. Он понимает, еще минута и его убьют. Эта безысходность наводит его на мысли, как в детстве, будучи проколотым демонами, когда он просил и Бога, и семью, да вообще кого угодно о помощи. Картины сами всплывают перед глазами. Виргилий говорил ему: «Не зови на помощь, никто не придет. Нужно справляться самому или умирать». Понимая, что здесь не победить, Виргилий все же желает идти вперед, но сталкивается со спиной Неро. Это крайне метафоричная сцена. Верг в образе маленького мальчика сталкивается с образом собственного сына, который пришел защитить его. Иначе говоря, дает ему то самое спасение, о котором мечтал долгие годы. Что в детстве, что в аду на службе у владыки демонов. Но здесь его наконец-то хоть кто-то защитил. Как позже расскажет сам Ви, в детстве ему приходилось выживать в одиночку. Неро же изначально был кем-то спасен, отчего и вырос его полной противоположностью. Настолько, что сам Виргилий цепляется за него как ребенок. Отсюда и вся эта сцена. Перейдем к эпилогу. Оно приносит людям каждый год обмана сочный и румяный плод, и в гуще листьев темной и тлетворной невидимо гнездится ворон черный. Все наши боги неба и земли искали это дерево от века, но отыскать до ныне не могли, оно растет в мозгу у человека. Данте разговаривал с демонической сущностью Виргилия, Уризеном. Начинал диалог с самого сакрального, матери, которая спасла его и пыталась спасти самого Верга. Уризену уже не была интересна эта история, он сконцентрировался на плоде, называя текущее место иллюзией, которую он создал. Скорее всего, это ложь, видимо даже демоническая сущность Вёрджила не осознавала этого, ибо такой иллюзии просто так не могло существовать. Кстати, благодаря плоду Мундус и стал владыкой демонов, то есть сейчас Уризен был как минимум равен ему, однако этого не хватило, чтобы победить Данте. Иронично лежащая, ничего не способная сделать демоническая сущность Виргилия столкнулась с человеческой. Ви поднимался по нему с сожалением, смотря на того. Уризен жаждал силы, но никто так хорошо не понимал его, как Ви, который вот-вот умрет. Он впитал опыт, принял собственную слабость и ошибки, которые делали его сильнее в моральном плане. И именно этого не хватало тому, чем раньше они были – Виргилию. Сливаясь с Уризеном, второй противился их симбиозу, отторгая человеческую суть, которая, по его мнению, была бременем и слабостью. Вопросы одолевали его, и чем глубже он проникался ими, тем больше его оболочка распадалась, пока не остался он. Измученный и слабый, сущность, которой нужна помощь. Так получилось, что и Ви, и Уризен оба пришли к одному, с чего начинал сам Виргилий – желание стать сильным. Они оба буквально окунались во тьму, а она с радостью поглощала их. Этой тьмой были кошмары. Но даже они не могли проникнуть куда угодно, а именно до настоящего Вёрджила, того, который только стоял на распутье и не знал, как ему быть дальше. Какая ирония! Ви, сущность, которая слабее даже обычного человека, уцелела. Уризен, могущественный демон, рассыпался. Поэтому долг первой был помочь Виргилию, напомнить и отдать то, что он забыл. Книга стихов с символом принадлежности и напоминанием одного. Ямато мало, одной лишь силы мало.
Эта книга и есть твое сердце. Воспоминания, которые ты так желаешь забыть. Да, носить их с собой тяжело. Они напоминают о собственном бессилии. Убегая от этого кошмара, ты только множишь груз на своих плечах. Это неоднозначная судьба. Бежать от воспоминаний, но постоянно оглядываться назад. В страхе, не желая смотреть на свое прошлое. Именно человеческая часть Вергилия поможет ему взглянуть на те самые кошмары, которые преследовали его. И при взгляде все они исчезнут в один миг. Теперь Вёрджил не боится их, ведь его защищает собственное сердце. Конечным сопутствием от Ви были слова «Не выбрасывай то, что в твоих руках». Но что же в них осталось? Помощь, поддержка, семья, брат? Нет, точно нет. И Данте тоже так не считает. Ви же был не согласен с его словами, ссылаясь на то, что это лишь предположение Вергилия. Ведь если бы Данте мог выбирать, он бы продолжил быть твоим братом. Потому что вы можете драться, играться так, как вы привыкли. Или тебе не нравится? Если все же ты любишь это, иди и сражайся. Задай ему как следует и докажи, что ты сильнейший. Забирая свое сердце, ту самую книгу стихов, Вергилий наконец отпустил ситуацию, которая была в детстве. Принял невиновность Данте, осознал заботу матери. Закрыл гештальты спасения и защиты со словами: «Слушай с улыбкой, я песню пою. Песней приветствую радость мою». Это было ознаменованием прихода человека, который принял свои слабости, признал свои ошибки и получил то, что всегда хотел – силу. Поэтому иллюзия, созданная плодом, потрескалась. В ней не было никакой необходимости, ибо прошлое было принято. Вёрджил в окончании 5-й части – это в первую очередь принятие себя и даже своего брата Данте. Он не рвется в бой с ним, дает ему время, чтобы восстановиться. Сидя на вершине клипота, рассуждает о жизни. Да даже во время сражения с младшим братом мы можем наблюдать цитаты двух пацанов, которые просто задирают друг друга. Играются так, как они привыкли, прямо во время битвы. Иными словами, Вергилий получил все, что желал, и даже больше, ибо теперь помимо брата у него и появился и сын. И в этот раз он не отринет то, что у него есть. Семью. Верг получился действительно мощным персонажем, в нем хорошо все, от внешности со стилем до истории с моральным стержнем. Всегда увлекательно наблюдать за развитием таких личностей, поэтому если тебе нужно больше power and more motivated, ставь лайк и подписывайся. Я же закончу четверостишьем. Небо синее в цветке, в горстке праха бесконечность. Целый мир держать в руке, в каждом миге видеть вечность. С тобой был Рабаши, это канал про аниме и не только. За поддержку спасибо лидерам шейхов, Дону Валенсконе, Томми и Егору, а также сестре Фриды, которая несколько ауков заказывала Вергилия. Ну и никнеймам, которые ты сейчас видишь на экране. Благодарю вас и говорю пока.